Просто посмотрите, какая миленькая кошечка. Настоящий комочек счастья. Но спустя минуту она виснет на ваших шторах, лезет под натяжной потолок, а по ночам кусает пальцы на ногах. Я покажу вам породы, которые принято считать ласковыми и добрыми, а потом продемонстрирую настоящих мяукающих монстров, с которыми люди боятся связываться. Но не стоит думать, что все так однозначно. В конце я приготовил вам злобного гиганта, про которого многие люди сильно заблуждаются. Куча шерсти везде, в еде, во рту, на одежде. Свой рассказ я начну с кошки, которую нужно вычесывать по нескольку раз в день, а в период линьки хоть каждый час. Знакомьтесь, рэгдоллы. Если вы искали информацию о самых добрых породах, то эта порода всегда вылезает в первых строчках. Крупные, пушистые и ласковые кошки, которые прославились своим мягким и спокойным характером. Рэгдоллы являются относительно новой породой, выведенной в Калифорнии в 1960-х годах благодаря стараниям заводчика по имени Энн Бейкер. Название рэгдолл в переводе с английского значит «тряпичная кукла», и пошло от уникальной способности этих кошек размягчаться на руках у своих владельцев. Милота! Эти кошки обладают длинным и крепким телом, широкой грудью и пышной шерстью разнообразных оттенков, включая шоколадный и лиловый с различными узорами. Их голубые глаза придают им особое очаровательное выражение лица. Ухаживать за их мехом требуется ежедневно, чтобы он оставался здоровым и не запутывался. Рэгдоллы общительные и предпочитают находиться поблизости со своими хозяевами, часто следуя за ними из комнаты в комнату. Они терпеливы с детьми и наслаждаются тем, когда их берут на руки и ласкают. Кроме того, эти кошки умны и способны научиться различным трюкам и играм, легко осваивая базовые команды. При должном уходе они живут счастливой и здоровой жизнью до 15 лет. Идеальная семейная кошка. Чего не скажешь про следующую породу. Вроде бы миленькое создание, как сфинкс, но с забавной кудрявой шерсткой. Однако внешность бывает обманчивой. В начале своего пути эта порода кошек обрела популярность в период до Второй мировой войны, однако после войны их численность сократилась, и в течение длительного времени они казались исчезнувшими с лица земли. Однако в 60-е годы стало известно о нескольких питомниках уральских рексов, и миф об исчезновении породы был развеян, хотя этот вид и по сей день остается большой редкостью. Многие люди, решившие завести себе уральского рекса, чаще всего обращают внимание на его необычную внешность, не задумываясь при этом о непредсказуемом характере этой кошки. Обычно эти кошки ведут себя достаточно дружелюбно и ласково, однако в любой момент поведение кота может резко измениться в отрицательную сторону. Рексы очень вспыльчивые и взбалмошные, всегда отстаивают свою правоту силой, поэтому хозяевам и их гостям стоит быть бдительными, чтобы избежать внезапных укусов со стороны питомца. Возможно, поэтому рексы так слабо распространены, в отличие от следующих красавчиков. Шотландские вислоухие кошки среднего размера обладают крепким и мускулистым телосложением. С легкостью карабкаются по шторам, скачут по телевизорам и демонстрируют свою кошачью грацию. Они имеют круглую голову и большие глаза, что добавляет им миловидности и привлекательности. Одной из самых узнаваемых черт внешности у этих кошек являются ушки, которые загнуты вперед и вниз, придавая им некоторое сходство с совами. Ну посмотрите, милота же! Порода представлена различными окрасами и рисунками, включая полосатый, белый, черный и голубой. И кто бы что ни говорил, большинство шотландских вислоухих кошек дружелюбны и ласковы, они наслаждаются вниманием и общением с людьми. Им нравится быть окутанными лаской и находиться на коленях своих хозяев. Они умны и игривы, что делает их прекрасными компаньонами для семей с детьми. Но их густая и плотная шерсть требует регулярного ухода. Расчесывать ее рекомендуется не реже 1 раза в неделю, особенно часто в период линьки. Уши также нужно регулярно очищать, чтобы избежать накопления серы. При должном уходе и внимании эти кошки могут жить счастливо и здорово до 15 лет, и бывает даже дольше. Но только посмотрите на эту мурлыку с забавными ушками. Разве подумаешь, что это действительно грозный зверь?
Абиссинские кошки сильно выделяются своим уникальным обликом. Их внешность напоминает дикие разновидности кошачьих, что и привлекает многих заводчиков. Но важно помнить, что характер абиссинцев также не похож на типичных домашних котиков. Они скорее опасные хищники, чем вальяжные лежебоки, мечтающие о заботливых ручках хозяина. Несмотря на это, кошки этой породы обычно демонстрируют дружелюбное и ласковое отношение к своим хозяевам и другим животным в доме. Однако, как только в доме появляется посторонний человек, абиссинская кошка может начать агрессивное представление. В любой момент она готова защищать свою территорию и при возможности напомнит вашему гостю о своей охранной функции, иногда воспользовавшись когтями. Да и с детьми бывают эксцессы, ведь далеко не все котики адекватно воспринимают пополнение в их прайде. Сфинксы – кошки на любителя. Многие судят по их странной внешности. Морщинистый лобик, большие инопланетные глаза и обжигающая кожа без намека на шерсть. Такое отталкивает многих людей, для которых кошки – это пушистые комочки. И очень зря. Сфинксы невероятно ласковые и компанейские животные. Их часто называют экстравертами, так как им нравится находиться в окружении людей и других животных. Сфинксы любопытны и активны, увлекаются исследованием своего окружения. Они могут издавать разнообразные звуки, начиная от мурлыканья и заканчивая щебетанием. Уход за кожей сфинксов требует особого внимания. Необходимо регулярно очищать и увлажнять их кожу, чтобы избежать сухости и раздражения. Иногда может потребоваться и регулярное купание, чтобы удалить излишки жира и грязи. Несмотря на особенности ухода, сфинкс – это поистине удивительная и очаровательная порода, которая станет прекрасным компаньоном для тех, кто готов уделять особое внимание потребностям этого необычного питомца. Саванны с их роскошным пятнистым окрасом и внушительными размерами часто вызывают ассоциации скорее с уменьшенными сервалами, чем с обычными домашними кошками. Невероятно красивые животные для избранных, ведь стоимость котенка стартует с нескольких тысяч $1000. Да уж, нехило. Люди гонятся за экзотикой, но даже не представляют, что их ждет. Эта порода кошек обладает высоким интеллектом. Они умны, преданы своему хозяину и легко поддаются обучению. Хозяин сможет завести отличного друга и компаньона из саванны, однако остальные люди для нее всегда останутся чужаками. Поэтому кошка этой породы может проявлять агрессию к гостям в доме или прохожим на улице, если почувствует, что они могут представлять угрозу для себя и для своего хозяина. Если в семье несколько человек, то саванна будет стараться проявлять себя так, чтобы все знали, что она следующая после хозяина в иерархии. Зато следующие мурлыки покорили уже миллионы семей, хотя и тут не все так просто. Куча шерсти по всему дому, ободранная мебель и описанные уголки. Вот с чем у многих ассоциируются персидские кошки. Хотя это одна из самых популярных пород в мире. Их особенностью является длинная роскошная шерсть и мягкий ласковый характер. По предположениям, эта порода появилась в Персии примерно в 1620 году. Первые представители персидских кошек были привезены в Европу в 17 веке и стали любимцами королевской семьи и высшего общества. У персидских кошек характерная круглая мордочка, короткий широкий нос и большие круглые глаза, которые могут быть голубыми, зелеными или золотистыми. Они имеют компактное, мускулистое тело с короткими ножками и широкой округлой головой. Эта порода славится своей длинной, пышной шерстью, которая может иметь разные оттенки и узоры. Вопреки проблемам с поведением, которые иногда случаются со всеми кошками, персы известны своим спокойным и послушным характером. Они предпочитают проводить время, отдыхая вместе со своими хозяевами. Обычно они не слишком активны, но любят играть с интерактивными игрушками. Персидские кошки могут быть чувствительны к изменениям в окружении и расписанию дня. Иногда они могут испытывать стресс или беспокойство в новых ситуациях, с чем и связаны метки по всему дому. Таким образом, персы пытаются дать понять своим хозяевам, что у них что-то не так.
Британские короткошерстные кошки – это полная противоположность персам. Хоть и выглядят они вполне мило, будто плюшевый котенок, но характер у них весьма специфический. Британцы считаются настоящим национальным достоянием Великобритании, всегда привлекали внимание людей со всех уголков мира своей необычной формой мордочки и изумительной шерстью. Они обычно довольно независимы и спокойны. Британцы часто не проявляют особой привязанности к своему хозяину и настаивают на важности своего личного пространства. А некоторые вообще видят свою кошку только когда она ест. Если британцу не хочется, чтобы его брали на руки или гладили, он может выразить свое нежелание царапинами или укусами. Эти кошки обладают своими предпочтениями и могут быть весьма настойчивы в их выражении. Поэтому многие хозяева иногда просто боятся подходить к своим кошкам, ведь заводили они ручного питомца, а тут милый шипящий монстр. Сиамские кошки – это яркая и умная порода, отличающаяся гладким телом и пронзительными голубыми глазами. Правда, в интернете их любят причислять к злобным породам, хотя в большинстве случаев это просто стереотип, который ничего общего не имеет с действительностью. Их история насчитывает свое начало в Сиаме в XIV веке, где они считались священными животными и были частью семьи сиамского короля. В конце XIX века они были представлены на Западе и сразу завоевали популярность. Эта порода обладает стройным телом и изящными формами. У сиамских кошек выразительные заостренные уши и голубые глубокие глаза, которые сидят под небольшим углом. Их короткая, тонкая шерсть обычно имеет кремовый или палевый оттенок, дополненный темными пятнами на морде, ушах, лапах и хвосте. Сиамы известны своим общительным нравом и высоким интеллектом. Они очень активные и любопытные животные, которые наслаждаются исследованием и игрой. Эти кошки могут быть весьма требовательными к вниманию своих хозяев. В основном все проблемы с их поведением происходят из-за одиночества и недостатка внимания. Этим кошки пытаются просто привлечь внимание хозяев, что-то скидывая или даже покусывая владельца. А в этой красотке переплетаются черты обычного домашнего питомца и непокорного хищника. В обычных условиях бенгалы довольно спокойные и уравновешенные животные, которые ведут себя так же, как и другие домашние кошки. Однако при появлении угрозы, или если им кажется, что в окрестностях есть потенциальная опасность, они проявляют свой охотничий инстинкт. И тогда держитесь. Из-за этого бенгальские кошки могут проявлять агрессивное поведение и нанести серьезные повреждения человеку. Также следует отметить, что бенгалы обычно не поддаются воспитанию так же, как другие породы кошек. Их независимый характер и природные инстинкты попросту мешают вписаться в семью людей. Вот только жаль, что многие этого не понимают, гонясь за эксклюзивным домашним питомцем. Сибирская кошка – это суровая и невероятно красивая порода, которая у многих вызывает трепет и восхищение. Взгляните сами. Плотная, роскошная шерсть и крупное мускулистое тело, а также большие выразительные глаза. Эти кошки существуют уже много веков и изначально использовались крестьянами и торговцами в качестве эффективных мышеловов. Но несмотря на суровый внешний вид, это те еще ласковые мурлыки. Эти кошки славятся своей дружелюбностью, ласковостью и игривым нравом. Они умны, любознательны и предпочитают общение со своими хозяевами. Их поведение часто сравнивают с собаками, так как их можно научить играть в апорт. Также они известны своим любопытством к воде. Часто пьют из крана или веселятся в лужах. У сибирских кошек густое двухслойное меховое покрытие, требующее регулярного ухода. Но взамен вы получите настоящий комочек счастья. Ориентальные кошки – это порода с выдающимся интеллектом и изяществом, созданная в США в 1950-х годах. Невероятно красивые и забавные кошки, которые вызывают только умиление. Длинное стройное тело с характерной треугольной головой, большими ушами и миндалевидными глазами. Ориентальные кошки славятся своим игривым и ласковым характером.
Они часто стремятся к вниманию своих владельцев и проявляют интерес к окружающему миру, находя новые и увлекательные объекты для игр. Это также очень умные и любопытные создания, которые обожают общение с людьми, что делает их идеальными компаньонами. И вроде бы идеальная порода, но этим ребятам нужен простор для игр. Это те самые кошки, которые с легкостью будут лазить по стенам и дверям, проковыряют дыру в вашем натяжном потолке, а потом спрыгнут вам на плечи, чтобы мило помурлыкать вам. Хозяину нужно постоянно играть и развлекать ориентала, чтобы тот не переключался на предметы интерьера. И тут нужно хорошенько подумать, а готовы ли вы уделять столько времени своему питомцу, чтобы потом не бегать с криками за ним. Посмотрите на этот суровый взгляд и габариты. Самая суровая порода, которую я специально оставил напоследок. Великие и неповторимые мейн-куны. В интернете любят переписывать им поведение монстров. Мол, весят по 15 килограмм, мощные, суровые, детей проглатывают не глядя. На деле же это одна из самых безобидных и трусливых пород. Мейн-куны невероятно добры, терпеливы и не злопамятны. Это именно тот случай, когда судят по внешности, а не по поступкам. Происхождение породы точно неизвестно, но предполагается, что они появились в Северной Америке в результате скрещивания домашних и длинношерстных кошек, привезенных на континент первыми европейскими поселенцами. Изначально их вывели из-за отличных охотничьих способностей, и они активно использовались на фермах для контроля над грызунами. Эти кошки невероятно преданы и ласковы. Им нравится проводить время со своими хозяевами. Заводчики приписывают им собачьи черты характера, ведь они будут ходить за вами по пятам, скучать при разлуке и постоянно лезть понежиться. Но важно понимать, что порода достаточно болезненна, особенно в плане опорно-двигательного аппарата. Так получилось, что размеры гигантские, а все связки и суставы как у обычных кошек. Как вы можете понять, весьма глупо вешать ярлыки на ту или иную породу, мол, плохая или хорошая. У всех кошек есть свои плюсы и недостатки, но деструктивное поведение чаще всего связано с воспитанием и временем, которое хозяин уделяет своему питомцу. На этом у нас все. Всем спасибо за просмотр, любите своих животных и до встречи в следующих видеороликах. Пока!